третье видео. И, наверное, это не просто так, потому что действительно этот проект, такой проект, о котором можно говорить очень много. Последний раз мы здесь были год назад. Сегодня я хочу показать, что изменилось за это время и как проект выглядит сегодня. А сегодня здесь уже живут люди, собственники продают свои квартиры на вторичке. Осталось несколько, кстати, квартир еще от застройщика. Мы их все сегодня посмотрим, поэтому не буду затягивать. Мы начинаем, и снова Таласа. Это первая квартира, которую я вам хочу показать. Она находится на продаже не у застройщика. Человек ее продает за $2300 вот в таком состоянии. То есть вот с таким ремонтом, но без мебели. То есть некоторые вещи тут надо, действительно довести до ума. Но если вы, допустим, захотите ее купить уже полностью мебелированную, она будет стоить $2500. Продает ее, кстати, дизайнер. Поэтому сейчас вам покажу рендеры, как это может выглядеть в готовом состоянии. Ну а пока что так. Давайте по преимуществам. Во-первых, это квартира формата 1+1. Несмотря на то, что вот такая спальня без окна, это выглядит интересно. Мне даже между строк считается какой-то вот японский стиль. Несмотря на небольшую площадь, квартира выглядит достаточно... не выглядит она маленькой, она компактная, такая минималистичная. Давайте посмотрим вот эту отдельную комнату. Не знаю, сколько здесь метров. Но тут вот только чисто переночевать. Основное пространство этой квартиры все же это здесь. Я здесь вижу диван, да, может быть раскладной, с какими-нибудь пуфиками. Здесь у нас кухонный гарнитур. Это санузел. Я не любитель, конечно, показывать санузлы. В принципе, нечего показывать. Они везде одинаковые. Здесь душ, не ванна. Ну и там дальше раковина, туалет. В общем, все как положено. Ну и второе преимущество этой квартиры, она даже, наверное, первая, надо было с этого начать, потому что эта квартира имеет вот такие офигенные феерические виды. То есть это видовая квартира, сам дом стоит на холме, и море, действительно как на ладони. Балкон здесь тоже небольшой и не маленький. И это, пожалуй, плюс для этой квартиры, потому что, с такими видами квартира без балкона, такое себе удовольствие. Здесь тоже можно разместить некую такую скамейку, столик и так далее, какие-то атрибуты. Рендеры тоже вам пришлю, как это может выглядеть. Ну и, пожалуй, по этой квартире все. Стоит она, да, $2300 за квадратный метр. На 42 метра умножьте, то есть цифра получится, что-то в районе $100 000. Кому интересно, звоните, пишите, записывайтесь на просмотр. Вот, я вам ее покажу. Это квартира от собственника. Теперь предлагаю посмотреть квартиру, какие есть квартиры от самого застройщика. Здесь, на минуточку, в квартире 56,5 квадратных метров. То есть это квартира по площади, побольше. Продается она, да, вот в такой отделке. Но если вы захотите заказать ремонт от застройщика, то, я думаю, они где-то его за месяц сделают в состоянии без мебели. То есть плюс-минус похожее на то, что мы уже видели в предыдущей квартире. Так, вот она, отдельная спальня. Лучше ее посмотреть из другого угла, потому что туда падает больше света. Вот, пожалуйста. Хотели 1+1, получайте. По балкону. На первый взгляд, по площади он плюс-минус, такой же, как вот в той квартире, которую мы смотрели, да? То есть если здесь и там балконы плюс-минус одинаковые, то 42 минус 8, вот считайте фиксированную площадь по первой квартире. А по этой, 56,5 минус 8. Вид, кстати, тоже классный, прям, не знаю. Вот я поэтому из-за вида выбрал эту квартиру, и по площади намного больше, чем предыдущая. И стоит подороже, мы, кстати, про цены чуть позже поговорим. Вот, посмотрите, отсюда и бассейн видно. И здесь вот вместо детской площадки, знаете, будет все-таки парковка. Застройщик, кстати, уже подал все документы в мэрию на эксплуатацию, сдачу в эксплуатацию. Дом должны скоро принять. И прямо еще чуть-чуть, может быть, месяца 2, и дом будет сдан
Да, представляете, еще один дом с данным в эксплуатации. Мы набираем обороты в этом направлении. Да, как я сказал, здесь уже живут люди. Вот, мы даже немного сняли здесь их житие-бытие, чисто случайно. По этой квартире, да, 56,5 здесь метраж, по $1900 вот за зеленую отделку. Ну, получается в районе там 107-110 тысяч. Ну, если хотите ремонт, это тоже такое довольно индивидуальное. При согласовании с застройщиком, кстати, можно это сделать через меня. Вот, я думаю, что квартира будет стоить там от 110 до 113 тысяч долларов. Поэтому, если вы ищете 1+1 в Таласе и чуточку побольше, вы можете рассмотреть такой вариант. К сожалению, рассрочки нету, первых взносов уже нету, поэтому они продаются почти как и вторичка. Целиком и полностью надо сразу заплатить, но ипотека вам в помощь, у кого немного не хватает. Что ж, в Таласе есть и другие варианты, я предлагаю их сейчас посмотреть. Там что-то порядка 10 квартир, в том числе это вперемешку с теми квартирами, которые продают и другие собственники, которые решили продавать не через риэлторов вроде меня, а через застройщика. Давайте вообще на них посмотрим, что они продают, а позже посмотрим остальные достопримечательности этого комплекса, например, кладовки. 101-я квартира, кстати, на продаже. Интересно, я думал, что ее уже кто-то купил. Наверное, этот кто-то ее продает обратно. Поэтому, да, площадь у нее большая. Интересная, кстати, квартира. В черной отделке только там почти 180 тысяч долларов, да, представьте себе. Мы были в квартире номер 603. Вот у нас, кстати, на 5-м этаже, но вообще это 6-й этаж. Да, тут, видите, в Таласе стоит на холме, как бы все это по-другому читается. Да, 56,5, из них 8 метров балкон, как я предполагал, да, вот 107 тысяч долларов, это вот при чистовой отделке зеленый каркас. Ну, с ремонтом, конечно, будет стоить подороже. Этажом выше, кстати говоря, тоже такой планировка есть. Мне, кстати, нравится, да, чем выше, тем виды поинтереснее открываются. Есть несколько студий с видом на море, да, в черновой отделке. Вот, с видом на море, пожалуйста, 66 тысяч долларов, почти 67, почти 68. Ну, такая большая у нас есть, такой большой у нас есть вариант. Но они вот с видом на море, здесь просто вот с этих этажей море не так сильно, конечно, открывается. Вот. А вот эта вот квартира на 38 за 75 тысяч долларов, я вам сейчас ее покажу. Она действительно своеобразная, интересная, нестандартная. Вот, но у нее есть свои преимущества. Кстати, у нее есть даже теплый пол. Давайте на нее глянем. Ну и пока мы далеко не ушли, можем посмотреть еще вот эти квартиры. Там уже инсталляция установлена. Ну реально не хватает пару матрасов. И здесь уже можно ночевать, наслаждаться этой тишиной. Вот с этой стороны здания, конечно, тоже хотелось бы вам показать дом, как он выглядит. Паркинга, конечно, маловато, все тут уже выкуплено, и остается только гостевой. Собственно, вот он, пожалуйста, паркинг. Поэтому они и решили с той стороны здания тоже добавить несколько парковочных мест. Ну, потому что реально как бы людей много, а машин еще больше. Сим-Сим, откройся. Так, это мы спустились на улицу, кстати говоря. Вот, а давайте мы с вами спустимся, посмотрим кладовки, раз пока что мы здесь находимся. Посмотрим заодно, да, лестничную площадку, перила, лестницу, ступени и остальные детали. Вот, сейчас ими уже гипотетически можно пользоваться. Уже ключи висят на каждой двери. Темновато, но, в общем, делов тут реально осталось чуть-чуть. Там, кстати, есть второй выход. Его, насколько я помню, год назад не было, там была стена. А сейчас вот так вот можно вынырнуть, и все. Мы, значит, на первом этаже. Вообще, это как бы минус первый этаж. Тут, кстати, есть квартира в черновой отделке. Может быть, это та самая, которая продается. Но я уже показывал в прошлом видео оттуда, какие виды открываются. Но сюда вот в эту квартиру хочу зайти, потому что та вот квартира 38 квадратов, которая
которая вот 1+1 и находится на первом этаже, она вот здесь. То есть, видите, у нее такая терраса открывается. И вход у нее тоже вот с этой стороны, то есть со стороны улицы. Она, конечно, наверное, не похожа на такую, на полноценную квартиру для жизни. Хотя, кто знает. Но вы сейчас поймете, о чем я говорю. Переключаюсь. Видите, они уже все завершили, закончили. Тут стоял такой большущий кран, Пионер называется. Ну и фасад они завершили. Счетчики вон подключили. В общем, просто, без комментариев. А вот дорогу, кстати, да, они так и не сделали еще. Ну, в смысле, это не они должны были делать. В общем, как это там, дорожный департамент или дорожное агентство, как это правильно назвать, попросил застройщика вот все-таки оградить дорогу. То есть застройщик сделал такой вот заборчик. Ну, они там что-то копают. То есть какой-то процесс там будет выстроен. Ну, поживем и видим. А квартира, кстати, находится в той стороне. Мы сейчас до нее дойдем. Я просто хочу показать сам фасад дома с фронтальной стороны. Я помню, год назад, наверное, только один кондиционер висел на этом здании. Сейчас посмотрите их сколько. Да, то есть процесс идет. По поводу вот квартир с особенной планировкой и особенных специфичных квартир. Вот видите, какие тут квартиры располагаются, да? То есть таким вот французским стилем, да, я уж не помню, как это называется, вроде французский стиль, когда вот такое вот ограждение из стекла. Но это больше вот похоже на такую квартиру для отдыха, да. Насколько я знаю, вот эти квартиры выкупил один человек для сдачи в аренду. Но там вот она осталась, вот эта вот квартира 38 квадратных метров, но это без террасы, то есть только 38 метров самой квартиры. Ну, то есть балкона у нее нету. Ну, смотрите, вполне себе мило. Тоже уже повесили кондиционер. Это получается весь сам салон. Вот, и здесь есть теплый пол. Какой теплый пол именно, да, на какой именно площади, на всю площадь или нет, я, честно говоря, не уточнял. Но если кому эта квартира нравится, давайте спросим у застройщика. В общем, пишите мне в WhatsApp, мы пообщаемся. Ну, такие вот виды классные, да, открываются, в принципе, из окна. Что ж, на этом, в принципе, видео подходит к концу. Поэтому, если я что-то не рассказал, что-то упустил, пишите в комментариях. Если я что-то не знаю, уточню у застройщика, но обязательно отвечу. А на сегодня все. Всем пока и до следующего видео.